Добрый день. Давно меня не было. То нечего было снимать, то лень было, то дела были. Ткань эту купил еще, наверное, в декабре, а сейчас уже почти март. Хотел на зиму себе сделать, пошить, ну, по крайней мере, попробовать пошить. Получится, не получится, жилетку. Безрукавку, жилетку. Есть жилетки, которые прям, ну, объемные, с синтепоном. А я хотел тоненькую. Купил синтепон тоненький и вот такую ткань. Я не знаю, как она называется. Как мишка такая, мягенькая. На пледе такую ткань. Вернее, из такой ткани плед делают. Ткани я что-то очень много взял. Что-то я как-то не подрасчитал. Ну ладно. Вон у меня целый рулон прям получился. Ладно, потом что-нибудь еще пошью. Все, повырезал. Я один на один положил, вот этот положил, который уже вырезал, на вот эту ткань. По обниму, вокруг пообрезал, также и синтепон пообрезал. Так же самое. Положил и давай обрезал. Так, а теперь что? А теперь нам надо внутрь его положить. Вот оно внутри. И теперь осталось попрошивать. Ну и две стороны вместе прошить. Так, есть такое дело. Ну а теперь прошивать буду. Вот так вот оно получается. Я решил с руки по видео поснимать, потому что со штатива оно не видно. Я его еще не сшивал. Вот оно. Как оно. Получается красиво, но как оно будет сидеть на мне, это уже вопрос. Вот. А еще я сюда решил кармашки сделать. Я вырезал ткань 20 на 20, ну так, с расчетом, что нормально будет влазить. Вот так, не ровные вот так хочу сделать, а на бок, как в куртке, чтобы сюда всовывать. Так вроде удобнее, чем так руку. Это на кармашике вот это вырезал. То же самое буду синтепон, ну, между двумя тканями синтепон буду сшивать, чтобы оно потеплее было.
Вот так вот буду пришивать. Я ж думал вот так вот пришить их, чтоб сюда засовывать. А как-то посмотрел, оно некрасиво получается. Вот так вот тогда пришью. Так будет намного красивее. Смонтировал я видео, уже хотел выставлять. Вот так оно у меня получилось. А потом, ну, оно получилось вроде как красиво, но на мне оно не сходится, короче. Вот у меня живот большой. И, короче, вот где-то вот так оно не закрывается. Вот. И поэтому я же говорю, решил не выставлять видео, а сейчас дошью эту жилетку. Я возьму по сантиметров по 10, наверное. Да, по 10 возьму еще кусочки с одной и с другой стороны. Просто подошиваю. И как раз оно будет сходиться. Ну, свободно будет. И этот ворот. С этой стороны ворот нормально, а с этой у меня вот как получилось. Немножко тут строчка неровно пошла, и, короче, ерунда получилась. Я одевал, оно некрасиво сидит. Поэтому я ворот обрежу, будет без ворота. У меня как раз тут строчка, вот она идет, и по этой строчке я обрежу. Вот. Ну, короче, дальше я уже покажу, как оно, что получится. Сергей Зверев отдыхает. Или нервно курит в стороне. Повставлял я вот тут вставки по 5 сантиметров. И тут тоже по 5 сантиметров. И повставлял по бокам тоже вставки по 5 сантиметров. Так намного рукам удобнее стало, чем без вставок. Думал не делать вот эти петли. Я сначала думал со шнурков такие вот сделать петельки. Ну, потом я одну пришил, а оно все топорщится, поэтому я обыкновенные вот эти на машинке, короче, сделал, как на рубашке петли. И воротник. Воротник я переделал, он был поменьше, и вот тут же у меня по бокам оно топорщилось, когда я одевал. Я его увеличил, ну и благодаря вот этим вставкам, здесь вот так вставка идет, а здесь вот так, оно перестало топорщиться. А с этой стороны на спине вот так вот идет у меня. Вот такую строчку я пустил. Сейчас одену и покажу, ну, не на видео, а по фотографиям, как оно будет смотреться. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Спасибо за внимание.